Сегодня выходной, и посмотрите на привоз. Идут просто тысячи людей. Давно я не видела такого количества людей на пешеходном рядом с привозом. Посмотрите, что делают. Всем привет из Одессы. И сегодня, уже по сложившейся нашей с вами традиции, мы с вами приехали в легендарное одесское место. Это привоз. Посмотрим, как сегодня одесситы и гости города делают базар. Ну и самое главное, узнаем, какие цены и что продают. Итак, как сегодня живет привоз. У нас достаточно жарко. Утром было холодно, но потом жара все-таки победила. Так, кукурузка по 8, голубика по 150 и сливы по 30 гривен. А вот и самое интересное. Черноморские рапаны. Нету цены, к сожалению. А вот уже в чищенном виде 400 гривен полкило. Мидии 200 гривен полкило. А в какую цену раки? Такие раки 900 гривен. 900. Такие 1000. Такие 1000, а самые крупные? По 1300 гривен. А вот свежайшие черноморские мидии по 150 гривен за килограмм. А вот такие рапаны в нечищенном виде. 150 гривен. 150 гривен. Ага, спасибо. А вот в чищенном... Так, я не успела пройти на привоз, а здесь просто сегодня не протолкнуться. Все с пакетами какими ходят. Хорошо, когда у людей есть возможность все покупать. Вот персик по 50 есть, по 80, очень красивый. Сейчас как раз прохожу возле контейнеров, которые пострадали во время обстрела примерно месяц назад. Люди потихоньку возвращают свой бизнес к жизни. Хотя, видите, есть разрушения очень сильные. Но, тем не менее, надо как-то продолжать жить дальше. И люди снова открывают свои магазины, свои павильоны и продолжают работу. Вот посмотрите, как там разрушено. Так, и самые популярные, наверное, покупки августа — это арбузы и дыни. Дыни здесь по 50-45 гривен. Арбузики по 30 гривен есть, даже вот такие маленькие. И арбузик, вот смотрите, какой красный, татарбунары по 18 гривен за килограмм. Посмотрите, пчелы собирались на этом арбузике. Хотите кому-то привет передать? Всем украинцам. Спасибо. Вот люди уже постепенно все покупают на консервацию. Ноги, осторожно, ноги. Сейчас пропустим. Здесь чаек возят. Ой, честно скажу вам, когда такая толпа, очень сложно снимать видео. Посмотрите, что делается. Очень много людей. Видите? Смотрите, какая очередь. Все разбирают помидоры, баклажаны, огурцы. Я не могу даже подойти к витрине. Смотрите, на привозе просто толпы ходят. Так шумно. Так, сейчас покажу вам рыбка, какая сегодня есть. Карась сладкий по 150 гривен. Посмотрите, крупнейший, красивейший. Вот такой вот. Да, пусть приходит до Катюши. До Катюши, так? Вот приходите до Катюши, если вы в Одессе. Филе карпа. А почем филе карпа? Филе 250. 250 гривен. И самое главное, сегодня черноморская кефаль. Да, посмотрите, какая крупная, жирная. Обалдеть, свежайшая тоже. Да. Свеженько, хорошая. 350 гривен за килограмм. Чистим, режем. Ну, тут на месте можно сразу все почистить. Чистики, карпики, О, сазанчики. карпы. Какую цену? По 150 гривен. 150 гривен. Очень крупный. І дивіться, які ще є зеркальні, гарненькі. Зеркальний. Так, у вас дуже гарна рибка, то правда. Да. А ще є на столок Да, 90 столок. гривен. Ага, тоже посмотрите, какой он огромный. Сколько тут килограмм? 4, 3-4. 3-4, да. Хорошо, спасибо вам большое, хорошего дня. До встречи на привозе. Пока-пока. Шли в ряд с таранькой, с рачками, с креветками. Покажу вам, что здесь сегодня продают. Кефаль вяленая по 100 гривен за килограмм. Еще не видела. Щука по 800 гривен. Так, рачки по 200 гривен за 100 грамм.
А вот речные по 120 гривен за 100 грамм. Посмотрите, камбала по 800 гривен подкопченная, кефаль подкопченная. Посмотрите, вот камбала вяленая по 120 гривен за килограмм. Окунь по 800 гривен, гомер по 600 гривен, сом по 500 гривен. А вот это вот что такое сейчас, я спрошу. Вишневый соус и со специями. Боже, посмотрите, толстолоб в 800 малиновом гривен за килограмм. и вишневом соусе. 800 гривен за килограмм. Такого я еще точно не видела. Это прям новинка, наверное. Так, марлин 100 гривен за 100 грамм. Все люди с пакетами. Все с пакетами, все с покупками. Каждый что-то покупает. Вот перчик по 80, вот такой по 50. Вот такой по 100 оранжевый. Огурчики хорошие, свежайшие, по 55 гривен. Так, помидорки. Вижу, очень многие люди сейчас берут уже все большими пакетами на консервацию. Помидоры по 70 гривен, сливка помидорки по 35 гривен. Здесь арбуз по 20 гривен. Такие помидоры по 60. Виноград по 130 гривен. Вот кишмыш без косточки, вы смотрите, какой интересный, необычного цвета. Персик молдавский, сладкий, по 80 гривен за килограмм. Так, малина. Малина по 120 гривен. Молдавский кардинал сладкий 100 гривен за килограмм. Нектарин манговый по 200 гривен за килограмм. Слива по 150 гривен. Виноград Виктория по 150 гривен, инжир 50 гривен штучка, Молдова виноград по 80 гривен. Здравствуйте. Киш-мыш без косточек по 180 гривен. О. И домашняя ежевика, пишут, мед по 100. Так, зайдем с вами посмотрим, как сегодня поживает молочный ряд на привозе, какую колбаску продают, какой сыр. О, вижу, проголодались немного. Смотрите, здесь вот вкуснейшие на привозе продают домашнюю рикотту, фету, моцарелла, вот листы лаваша, здесь и кукурузный, и сырный. Посмотрите, какие цены, и сулугуни, и мертинская брынза, соусы можно купить. Здесь всегда вкусно, поэтому всегда очередь, даже невозможно спросить цены. Так, а вот вкуснейшие почеревки продают сало, свиные уши. Кто-то любит погрызть, наверное. Так, колбаски различные, буженина, кровянка и сало. Когда на привозе много людей, то всем явно не до блогеров, и придется стоять в очереди, чтобы спросить хоть какие-то цены. Натуральный мед и соты продаются, можно купить в таких маленьких аккуратных коробочках по 120 гривен, по 230 гривен, по 380 гривен. Вот перга полезнейшая здесь продается. Пыльца по 200 гривен, вот такие бутылочки. Все насыпано, видите? Есть мед акация, липа, гречка. Такой лесной 70 гривен коробочка. Сафора 90 гривен коробочка. Белый донник 90 гривен. Липа 120 гривен. И гречневый 120 гривен. Так, яйца на привозе есть по 50 гривен, есть по 65, есть домашние по 75, большие по 85. Такие винницкие, отборные по 65 гривен, по 35 гривен. Вот. Смотрите, какие шампура можно купить на привозе. Здравствуйте. 2500 такие стоят? Да. Вот. Очень красиво, даже на подарок. 4500. Вот такие наборы. Замечательные. Смотрите, ножи какие, топорчики. О, здесь есть все. И вот такой шампур 4000 гривен набор. О, выглядит так. Картошка по 25 гривен, по 35 гривен, по 30 гривен. Все в зависимости от сорта. И самая дорогая 40-дневка по 45 гривен. Лук по 25 и по 35. Смотрите, какая груша интересная, прям какого-то бурого цвета.
Вижу, уже появляется кизил. А не могу спросить цену, нету продавца. Какой-то крупный такой, необычный. Помидорка по 80. Так, арбуз цены не вижу. В году не видела. 150 гривен за килограмм. С него вкусный компот. Я подумала... 35-30. Я подумала внутри, что это на дыме похоже. А это такой арбуз. Первый раз вижу желтый арбуз. Очень интересно. По 40 гривен. Перчик. Помидоры по 65 гривен. В привозе нашла единственное место с клубникой. Клубника сейчас здесь по 350 гривен. Очень редко сегодня встречаю яблоки. Яблоки по 70 гривен. И по 30 гривен вот такие есть. Вот еще в одном месте увидела вот такие желтые арбузы. Никогда не пробовала. Интересно, сладкие они, вкусные, как обычные, или нет? Если вы пробовали, пишите в комментариях. Черешню нашла по 250 гривен за килограмм, вишню по 200 гривен за килограмм. Красная смородина по 180 гривен. А вот посмотрите, какие замечательные грибочки по 150 гривен за килограмм. Такой перец по 350 гривен горький. И посмотрите, что я увидела. Есть облепиха по 350 гривен за килограмм. Расторопша по 40 гривен. Маш по 120 гривен. 7 злаков 50 гривен за килограмм. Гречневые хлопья по 60 гривен. Булгур по 60 гривен. Чечевица 80 гривен за килограмм. Пшено. Так, здесь можно узнать примерные цены. Рис по 65, жасмин по 85, горох по 35. И вот такие примерные цены. Синенькие по 40 гривен. Картошка по 25. Морковка по 35. Перчик по 40 гривен. Вот такие синенькие. Синенькие это баклажаны. Вот они даже не совсем синенькие, какие-то фиолетовые. По 70 гривен. Перец по 60. Вот такой вот тоже по 60. Шикарный перчик. Недавно привоз пострадал от обстрела. Что здесь изменилось? Ну, видите, просто все забили фанерой. Еще никто окна не ставил. Посмотрите. Все вот здесь забито фанерой. Ну и посмотрите, торговый центр тоже весь с фанерой. Ну, как это быть на одесском привозе и не зайти в рыбный ряд? Как обычно, поздороваться с тетей Соней и посмотреть, какую рыбку сегодня здесь продают. Так, людей много. С тетей Соней что-то никто не фотографируется пока. Потрем тете Соня. Очень наполированный носик на удачу. Посмотрите. Видно, что труд все каждый день. Камбала вот такая вот крупная. А в какую цену? Камбала? Да, в какую цену? 1300 гривен за килограмм. Судак свежий по 280 гривен за килограмм. Глось свежая по 500 гривен за килограмм. Кефаль, да, все свежее. Кефаль по 350 гривен. А лабаз какую цену? Тоже 350. Тоже 350 гривен за килограмм. Тунайка малосольная по 200 гривен за штучку, да. Я, кстати, тунаечку нигде не видела, такой у вас. Да, 200 гривен штучка. Так, а бычок такой крупный, в какую цену? Зеленчак? Почем? 370 гривен, такой крупный, самый крупный, который сегодня видела. Видите, пляжники все с шляпами, просто перед пляжем покупают вкуснейшую рыбку под пиво, потому что на пляжах продают холодное пиво и нужно чем-то закусывать. Вот такой вот ассортимент всего. Скумбрия 270 гривен, скумбрия 270 гривен за килограмм, жирненькая, крупная. Селедочка по 190 гривен за килограмм. Вот так сегодня живет привоз. Вот так одесситы и гости города делают базар. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока.